Всем привет! В этом видео мы расскажем, как настроить автоматическую печать рабочего графика в Excel. Представьте себе ситуацию. С определенной периодичностью вы формируете рабочий график для своих сотрудников в Excel, после чего вам необходимо распечатать эти графики для каждого сотрудника на каждый день. Что вы будете делать? Скорее всего, приметесь фильтровать данные по сотруднику, дате, после выделять этот диапазон и отправлять на печать. И так по каждому сотруднику. И так каждый день. Представили? Да, выходит довольно рутинная задачка. Далее мы расскажем, как избавиться от такой рутины. Ссылка на файл в описании к видео. Нажмите кнопку «Подписаться», так вы поможете развитию канала и поспособствуете выходу новых роликов. В современном мире для работы по-прежнему нужно прогонять через принтер горы бумаги. Если вы ежедневно сталкиваетесь с печатью большого количества бланков, договоров, графиков, планов и тому подобного в Excel, то пришла пора задуматься об автоматизации этого процесса. Мы покажем пример автоматической печати сменного рабочего графика на примере розничного магазина одежды. Аналогичные сменные рабочие графики используются в различных сферах вроде строительства, производства или медицины. Итак, у нас есть таблица, где формируется рабочий график. График работы магазина с 10:00 до 22:00. В столбцах A – даты, далее операции, сотрудники, далее у нас идет блок занятости в минутах с интервалом 30 минут, и далее общая загруженность в процентах, где 8 часов это 100%, рассчитывается как сумма занятости по операции, деленная на 480. И в столбце AD общая загруженность в часах, 8 часов максимальная загруженность, рассчитывается как сумма занятости по операции, деленная на 60. Первым делом сделаем из нашего диапазона умную таблицу Excel. Делается это сочетанием клавиш Ctrl-T. Теперь при добавлении новой даты диапазон нашей таблицы будет автоматически растягиваться. Для того, чтобы было удобнее отслеживать загруженность сотрудника, создадим сводную таблицу и на ее основе построим сводную диаграмму, которую разместим на текущем листе. Вставка, сводная таблица, на новый лист. В полях сводной таблицы дата, сотрудник и общая загруженность в часах. Далее вкладка «Анализ», сводная диаграмма. Выберем обычную гистограмму, настроим ее форматирование на свой вкус и перенесем на лист рядом с рабочим графиком. Такая диаграмма позволяет оперативно отслеживать загруженность сотрудников за день. Справа от гистограммы создаем список сотрудников.
В ячейке AQ2 прописываем формулу. Если AR2 истина, то единица, иначе 0. И копируем ее на ячейки ниже. Форматированием скрываем видимость результата в столбце AQ. Устанавливаем белый цвет для шрифта. Рядом в колонку AQ добавляем флажки, а также формируем шаблон для выбора дат. Флажки связываем со столбцом AR. Именно здесь мы и будем указывать, для каких сотрудников и на какие даты нам потребуется напечатать рабочий график. Из списка сотрудников создаем для удобства заполнения выпадающие списки в умной таблице. Далее, для того, чтобы не вводить даты вручную, а брать их из введенных значений, нам потребуется создать список уникальных дат из таблицы. Из списка имеющихся дат создаем именованный диапазон с именем исходный. Далее добавляем новый столбец перед столбцом с датами. Назовем его «Уникальные даты» и добавим в диапазон таблицы. В ячейку A2 вставляем формулу массива. Копируем формулу на все ячейки текущей таблицы и задаем формат «Дата». Далее снова создаем именованный диапазон, имя даты. В диапазоне прописываем формулу. Все вводимые формулы вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео.
Полученный именованный диапазон даты используем в качестве выпадающего списка для столбца AT. Настраиваем подсказку по вводу. Скрываем столбец A. В целом все готово для автоматизации печати. Сохраняем книгу как файл с поддержкой макросов. Формат XLSM. Сочетанием клавиш Alt F11 попадаем в окно Visual Basic. Создаем два новых модуля. Insert, модуль. Вставляем код в первый модуль. И вставляем код во второй модуль. Код также находится в описании к видео. Сохраняем изменения. И последний штрих. Создаем кнопку «Печать» и присваиваем ей макрос «Фильтр». Готово! Небольшие правки. Выбираем сотрудников, даты и жмем «Печать». График по каждому сотруднику генерируется автоматически и идет на печать. Так как у нас принтер не подключен, мы будем закрывать полученные графики. При необходимости все сменные графики можно сохранять в отдельной папке на вашем устройстве, как мы это делали в самом начале видео. Имейте в виду, изменение в структуре листа с графиком влечет за собой изменения в приложенном коде. Таким образом, в любой момент можно быстро сформировать и отправить на печать рабочий график любого сотрудника за конкретный день или сразу за неделю. Пользуйтесь готовым файлом, изменив в нем список сотрудников и тип операций, или адаптируйте его под свои задачи. Если принцип вашей задачи аналогичный, но вы испытываете трудности с тем, чтобы подогнать имеющийся пример под свою специфику, свяжитесь с нами любым удобным способом. Обсудим все детали. На этом все. Надеемся, что видео было для вас полезным. Пишите в комментариях темы, которые хотели бы увидеть в следующих роликах. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет много полезной и интересной информации.